Приехала к нам на ремонт вот такая вот Tesla Model 3 2018 год. Dual Motor. После ДТП уже частично восстановлена. Поднакидали здесь кое-какую кузовщину. Наша задача состоит в том, чтобы запустить машину на электротяге. Она в данный момент перемещается, но в аварийном режиме. Связано это с тем, что приехала она с отбитым штуцером подачи тосола в батарею. На другом СТО уже этой машинкой занимались, поменяли штуцер, но что-то не заладилось с батареей. И появились ошибки по разному напряжению на ячейках, разбалансировки батареи. В общем, батарея в данный момент вскрыта. Просто накидана здесь навесное для того, чтобы она запускалась. Она запускается, едет, но в очень ограниченном режиме, зарядку не берет. Так что вот, будем разбираться. Да, тут хотел отметить сборку пентхауса, хотя машина собиралась временно, тем не менее ребята заморочились и поустанавливали дополнительные пластиковые хомуты на систему подачи тосола здесь. Даже там вот в труднодоступном месте. Но при этом, да, совсем не позакручивали болты зарядника и DC-DC преобразователя. Такое вот все. Будем разбираться, в принципе, не впервой. Ну и, конечно, хочу поблагодарить всех, кто оказывает финансовую поддержку волонтерам. Я никогда не просил денег на поддержку канала, но сейчас, в это непростое военное время, прошу зрителей по возможности оказывать помощь волонтерам. Для этого в описании под видео оставлю реквизиты одного из волонтеров и свой PayPal. Все деньги идут на помощь пострадавшим в этом безумии. Благодарим Литовский фонд 1219 за обеспечение продуктами питания для жителей города-героя Харьков и жителей станции метро Ботанический сад. Спасибо вам большое за неоценимую поддержку, ребят. Ребят, спасибо, слава Украине, наши граждане обеспечены. Дякуємо вам. Большое спасибо за помощь, которую оказывает Литовский фонд 1219 детскому отделению детской травматологии 17-й больницы. Очень тронутые. Спасибо, ребята. Спасибо, Слава Украине. спасибо, ребята, слава Украине. Так, посмотрим на нашу Теслу снизу. Сразу обратим внимание на место, которое попало под удар, и штуцер, который был заменен. Вот. Но я еще вижу, что здесь есть следы механические. Вот. И такой же след есть с другой стороны. Ага. И этот продавленный след, он идет по батарее где-то сантиметров на 30. Что еще заметил, что следы на рычагах четко по траектории совпадают. Этот рычаг был заменен, но, судя по всему, если брать центр, то четко будет совпадать с направлением вил погрузчика. Так что я думаю, что штуцера обломаны не в результате ДТП, а в результате неосторожных действий водителя-погрузчика. И снова клиенты попадают на деньги из-за действий этих вот самых ребят в портах и на площадках. Сзади вроде бы все хорошо, никаких механических повреждений нет, все нормально, ну кроме пластика, который, конечно же, страдает. Тут никуда не деться, но пробитые батареи довольно частое явление. Главное, чтобы когда пробили, отбили сосок, антифриз не попал в батарею. Это, конечно, очень важно. Будем разбирать, смотреть. Так, ну начнем разбирать батарейку. Хочу сейчас в этом видео показать, как разобрать пентхаус
так, чтобы это было минимально задействованное количество времени и минимально снятое количество деталей. По ходу и увидим, какие тут еще есть косячки. Так, сходу заметно, что обломан фиксатор силового разъема. Нет абсолютно никакой фиксации. Так. Также силовые предохранители не прикручены. Так, сняли чарджер. Под ним мы видим, что отсутствуют вот такие вот резиновые заглушечки. Должны быть здесь 2 штуки. Здесь должна быть пластиковая крышка. Так, болты, вот эти крепления, которые держат крышку под чарджером, они там в коробке, они здесь не были прикручены. Так, ну это такое, мелочи. Самое серьезное, что здесь я вижу, здесь на плате BMP есть следы того, что вот этот разъем, он туго снимается, и вероятно, что его от BMP просто оторвали. Так и есть, вот он держится там просто на соплях. Невозможно даже снять фишку, он просто отвалился. Это очень плохо. Это надо ремонтировать. Сейчас доберемся, снимем контактор и разъем зарядки, тогда будет видно, что с той стороны. Так, этот разъемчик вроде бы как не оторванный, но на нем тоже есть следы механические отломанных усов пружинчатых. Получается, по технологии мы должны вот эту шайбу сорвать. Здесь клипс, такие здесь пропилы есть, куда она фиксируется. И в натяжечку эта шайба срывает с вот этих вот конусов аккуратненько этот разъем. Делать это нужно равномерно со всех 3 сторон, и он без проблем соскакивает. То есть я чувствую, что у нас на этом этапе тоже здесь будет проблема, так как необходимо будет сейчас тянуть непосредственно за фишку, которая закреплена на плате BMP. Так, в общем, ребята, которые вскрывали в прошлый раз батарею, не искали легких путей. В общем, им как-то удалось вскрыть пентхаус для того, чтобы разобрать батарею. Мы так никогда не делаем. Если нам нужно снять крышку, то вот эта вот часть пентхауса остается на крышке со всеми вот этими потрохами. Срезать пентхаус есть необходимость только если, грубо говоря, он поврежден механически. Вот, лопнули крепления там или еще что-то. А так все контакторы, предохранители, датчик тока, эти junction, этот контактор, полностью все, вот эти патрубки, все это можно откручивать и без срезания крышки пентхауса. Так, вот так выглядит в целом батареечка. Очень я заинтригован тем, что находится под пластиковыми крышками. Да, везде соединения продублированы на хомуты, но я думаю, что это связано с тем, что уже было одно соединение, где ухо было просто приклеено, держалось за счет того, что было стянуто хомутом для декора. Вот, это вот этот штуцер, который был заменен. Следов попадания тосола я пока не вижу. Поэтому, вероятнее всего, ошибки по брикам связаны с BMP. Или же где-то проблемы со шлейфом есть.
Ну, наверное, самое страшное, что я здесь и мог увидеть. Плата BMP, в принципе, даже не закреплена. Дальше смотрим. Места соединений платы. Она абсолютно ни на чем не держится. Это припой, положенный сверху. Все контакты шевелятся. Очень удивительно. Эта плата не трогалась. Эта плата не трогалась. Эта плата, я думаю, здесь аналогичным способом все происходит. Но, правда, она приклеена. Ну, то, что придется переделывать эти две платы, это по-любому. Сложность всех работ связана с тем, что вся элемент и контакты здесь всегда находятся под напряжением. Поэтому надо быть очень аккуратным, чтобы не коротнуть и не стрельнула дорожка по всей длине, что тоже придется проверять. Эта BMP-шка держалась только на одном контакте. При этом Tesla запускалась, ехала в очень ограниченном режиме, но ехала. Здесь ситуация с отвалившимися контактами, только два отпала. Остальные вроде бы держатся. Так, вот есть следы ремонта дорожек. Раз и два. Вот есть след неудачного ремонта. Проводок просто отвалился у нас. Если обратили внимание, то в этой батарее практически весь объем корпуса занят элементами. Но бывает и уменьшенная батарея, как вот, например, эта батарея с укороченными модулями. И емкость ее 52,75 кВт-часа. Мы меняли корпус этой батареи после ДТП. Кстати, именно из-за того, что эти элементы короче, они не пострадали и обошлось заменой только корпуса. А еще хотел добавить, что у Tesla Model 3 стоят активные балансиры в BMS, что немного сложнее, при этом гораздо эффективнее. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорой встречи, всем пока!